Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Каждый месяц мы готовим для себя агрогороскоп полива растений. Кстати, не только полива, но и других видов, других агроприемов для работы в саду на грядках. И вот особое место у нас занимает агрогороскоп полива постоянно на столе, для того, чтобы полить вовремя наши растения и ни в коем случае не поливать в запрещенные дни. И вот этим агрогороскопом мы делимся с вами, уважаемые подписчики и зрители. Уже десятки тысяч огородников, садоводов и цветоводов убедились на практике за несколько лет, что в так называемые гнилые дни нельзя поливать растения, любые растения. Гнилые дни, в кавычках мы их берем, это, кстати, народное название тех периодов, когда Луна в любой своей фазе находится в знаках стихии воздуха. А это такие знаки, как Весы, Близнецы и Водолей. Почему так важно знать, когда нужно? Что такое вода? Вода – это бинарное неорганическое соединение с химической формулой. В эпоху рыб было H2O, то есть молекула воды состояла из двух атомов водорода и одного атома кислорода, которые были соединены между собой ковалентной связью. Сейчас вода у нас имеет уже совсем другую структуру. И вот такая средняя сейчас вода с такими срезами идет 6 атомов водорода и 3 атома кислорода, и доходит до уровня 12 атомов водорода и 6 атомов кислорода. Очень такой интересный период мы живем, и он все время изменяется, вот эти все процессы в природе. И период такой, что постоянно в движении, мы меняемся, все меняется. И очень важно использовать воду по назначению. И вы мне пишете, ну хорошо, когда открытый грунт, что делать, если идет дождь? В теплице можно регулировать. А что происходит в открытом грунте и что это за вода? Но я хочу вам сказать, напомнить, что вода, которая попадает, да, капелька воды из неба, это дождь, осадки, она совсем другую несет структуру и совсем другие питательные вещества. Ведь в атмосфере находятся пары воды, а также вода и капельно-жидкие растворы, образующие вот эту водную оболочку тропосферы. Одна капля воды, вот она стремится к земле. За тот момент, пока она упадет на землю, она омывает около 16 литров воздуха. Так считают, кстати, специалисты, это данные я где-то встречала и себе записала. Так вот, 1 литр дождевой воды может поглотить в себя примесей 3000 литров воздуха. 1 литр дождевой воды может поглотить в себя примеси 3000 литров воздуха. Представляете себе, пока вот эта капелька достигнет нашей Земли. По подсчетам ученых, 1 литр дождевой воды, падая с высоты 1 километр, омывает 326 кубических метров воздуха. Вот, а состав воздуха богат различными примесями. Все зависит от географического места Земли, где выпадают осадки. Вот когда капли дождя спускаются на Землю, они аккумулируют в себе все, что есть в воздухе, вот здесь, над этим участком Земли. Помимо воды, вот с этими формулами в капле дождевой воды содержится, вы только вслушайтесь, хлор, азот, кальций, гидрокарбонат, сульфат, аммиак, магний, бром, калий, аргон, фосфор, железо, йод, бром, гелий, марганец, ксенон, железо, медь, никель, алюминий,
натрий сульфаты и аммонийный азот, азот нитратный и еще другие какие-то микроэлементы. И другие эти компоненты зависят от того, где находится вот выпадение осадков, над каким участком земли. Потому что есть предприятия, которые выбрасывают химические элементы, и, естественно, там больше вот другая формула, которая получается в процессе того, когда вода падает, и вот собираются вот эти осадки и возвращаются на землю. Так вот, для нас с вами, огородников, дачников, для всего сельского хозяйства имеет значение в этих осадках количество азота, который приносится с атмосферными осадками в почву. Исследователи очень было такое время, занимались именно дождем, исследовали все эти капельки, как, и до сих пор есть такие исследования. Так вот, исследователи отмечают, что аммиачный азот преобладает в дожде над нитратным. Представляете себе, у нас какие формулы к нам попадают в виде дождя. Так вот, максимальное содержание еще азотной кислоты в осадках самое большее имеется в мае-июле, с мая по июль. Вот сейчас, когда у нас идут дожди, вот они имеют максимальное количество азотной кислоты. Кстати, в осадках есть йод органический и неорганический. Все зависит от региона. Если есть химические предприятия, много автомобилей, то в воздухе собираются оксиды серы и азота. И вот они способны в процессе реакции с водой образовывать серную и азотную кислоту. Так вот, кстати, образуется кислотный дождь. И эту воду нельзя использовать для полива. И многие всегда замечают такую ситуацию, когда выпадают осадки, прошел дождь, и вдруг все растения засыхают. Это было раньше вот этот кислотный дождь. Конечно, есть еще и другие компоненты, которые воздействуют на то, что растение заболевает. Тот, кто не делал профилактических обработок против заболеваний, то, конечно же, жара, дождь, влага, и очень быстро развиваются споры грибковых заболеваний. Но это отдельная тема. Наша сегодняшняя тема все-таки разобраться, что нам несет небо за воду. Мы увидели с вами, что это прямо настоящий целый букет вот этих различных элементов питания. Ну, не все они нужны нашим растениям, но что имеем, то и получаем. И совсем другая вода, вода из водоемов, или же вода из колодца, откуда мы берем водопроводная вода для того, чтобы поливать наши растения. Это разные воды. В водах, кстати, которые поддаются на некоторые дачные участки, они подаются из открытых источников, озера, реки. Там тоже из-за сельскохозяйственной деятельности, активной, коллективное хозяйство, интенсивное производство, сельхозпроизводство. И, естественно, очень много, когда не вовремя вносятся минеральные удобрения, гербициды, все это попадает в токи воды. И во время дождя, кстати, и смывается, и переносится в эти водоемы. И потом эта вода подается. Так что сегодня сказать, что идеально чистая вода, ее нету. И в любом случае мы должны обезопасить наши растения. Каким образом? Ну, во-первых, лучше все-таки это теплицы, чтобы на сами растения не попадали вот эти капельки дождя. Всегда говорила и буду говорить, укрывайте ваши растения, думайте о том, чтобы создать им свои домики. Ну, а если есть открытый грунт, дождь прошел, естественно, нужно дать воздух растениям. Мы сегодня вам сейчас покажем, как мы в открытом грунте при сильной жаре, и если есть необходимость, что мы делаем при поливе в такие дни. И как раз будет ответ на ваши вопросы, что делать в дни сильно жарко, и вот эти дни мы не можем не поливать, поливаем, и потом караул, все-таки растения погибают. То что же делать в такое время? Давайте мы вам покажем и расскажем еще раз, как можно выйти из этой ситуации. Вот смотрите, если
сильно жарко, да, я просто хочу показать пример, что делать, если сильно жарко и надо полить. И в это время это гнилой день, день близнецов, допустим. Вот сюда нельзя поливать растения. Вот под само растение здесь нельзя. Здесь должно быть дыхание, здесь должен быть воздух. Как можно помочь растению? А вот на расстоянии где-то здесь 15-20 сантиметров можно сделать такую выемку. Вот смотрите, делаем выемку и поливаем. Можно поливать с ведерка аккуратненько, а можно поливать вот так. Смотрите. Гуси увидели воду, услышали и кричат. Посмотрите, что происходит. Дыхание корней идет, влага потихонечку поступает, корешки будут брать влагу, и получается, что само растение как раз в это время занято дыханием, и ему не грозит вот это страшное дело, когда начинают гнить корни. И дыхание есть, и влага есть. Самое главное правильно вот это делать. Это у нас одно растение. Если в целый ряд, можно лунку делать и отдельно поливать в это время. Вообще старайтесь не поливать с ведра прямо на само растение. Это очень плохо. Даже с ведерка вы можете вот так вокруг полить растение, но не чтобы водичка не поступала под сам корень. Это я уже много. Сегодня у нас знак Скорпион, я могу позволить полить. И вот такая вот, такой способ, подход к поливу в дни, когда очень и очень жарко. Ну, а самое лучшее это, конечно, мульчирование. При мульчировании мы вам уже показывали, мы томаты поливаем всего-навсего раз в неделю. Ну, а огурцы чуть-чуть чаще, но снова же исключаем дни, вот эти гнилые дни, когда растение занято дыханием. Но что же делать, когда уже идет дождь? И дождь выпал, вот как у нас в данном случае, 10 июня выпал очень хороший дождь. Ну, естественно, это было время, когда было время весов. В любое время весы, близнецы, водолей – это дни стихии воздуха. Кстати, очень часто бывают дожди именно в этот период из-за того, что перемещаются воздушные различные течения, атмосферный фронт, и получается, что в это время идут дожди. Что в таком случае делать? Что мы делаем? Мы сейчас вам покажем. Сильный ливень у нас именно в день, когда у нас был период знака близнецов, знака весы. Это знак стихии воздуха, не имеет значения какой. И вот смотрите, здесь стояла вода. Конечно же, через эти щели там где-то есть дыхание, но нужно создать такие условия, чтобы везде было дыхание для всех корней. И как только у нас есть возможность выйти в огород, мы с Александром Федоровичем беремся засадки, то есть берем в руки засадки, и вот таким образом, хотя бы там, где находится растение, вот таким образом всюду надо пройтись и вспушить землю. Даем воздух корням. Аккуратненько. И буквально через день мы видим, как очень быстро начинает преображаться растение. Если же вот такую операцию не сделаешь, земля трескается и вся влага уходит, корни там гниют, начинают постепенно гнить. Когда мы вот уже после того, когда дождь прошел и смогли выйти в огород и вот эту работу провели, уже корни начинают дыхать, дыханием заняты. И, естественно, уже нету возможности у них, вот не задыхаются. Вот эти корешочки, которые задыхались, они не гниют, не успевают гнить. Поэтому мы сразу же после того, когда или дождь, или сильный ливень, стараемся заняться тем, чтобы дать воздух всем нашим растениям в огороде. Хотя бы немножко пройтись. Здесь и сорняки нужно убирать будет. И, естественно, сразу же дать воздух нашим всем растениям огорода и сада. Кстати, под деревьями та же самая ситуация. Вспушиваем везде землю. Желательно после каждого полива сильного, когда поливаем,
просто наливаем много воды, тоже вспушивать землю, для того, чтобы корни дышали в любое время, но особенно в эти гнилые дни, когда Луна находится в любой фазе, но в знаках стихии воздуха. Раиса Горяченко, Александр Волик ответили на вопрос, что же делать, если пошел дождь или ливень в эти нехорошие, неблагоприятные дни, которые называют многие огородники гнилыми днями. Что делать? Мы даем воздух. Ну и учимся поливать в такие дни, если есть необходимость. Мы вам показали способ. Поливаем вокруг растения, подальше от корня, для того, чтобы корни не гнили, для того, чтобы растение продолжало свою вегетацию и наращивало корневую систему дальше. Естественно, росло и готовилось к тому, чтобы нам подарить свои плоды и ягоды. Мы прощаемся с вами. Желаем мира и добра. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.